Привет, YouTube! Ежедневно мы сталкиваемся с большим количеством изображений на упаковке товара, на одежде, на сайтах и в соцсетях. Даже сейчас для того, чтобы посмотреть это видео, вы в первую очередь заострили свое внимание на обложке. В этом выпуске проекта «Когда я вырасту» мы с папой попробуем быть теми, кто создает эти самые цифровые изображения, графический дизайн и иллюстрация. Вот чем мы займемся на этот раз. Я рисовала папу! Так, что мы тут старобошили? Опа, подстава. Это нельзя? Увидели? Вы видели? Да, надо быть в тусовке, увы. NFT очень классная тема. У меня кипит башка. Сегодня графический дизайнер – это такое расплывчатое понятие. В маленьких компаниях это действительно может быть человек-оркестр, который занимается и веб-дизайном, и презентациями, и соцсетями, а в параллель еще и часто выполняет функции фотографа и иллюстратора. Но вообще-то есть различные виды графического дизайна и более узкие специализации. Главное, что объединяет все эти направления – это создание изображений на цифровых и электронных носителях. И в каком бы из этих направлений вы не захотели работать, все начинается с умения работать в конкретных программах и базовых знаний о цветах, формах и композиции. Это современные диджитал-профессии, которые возникли с появлением цифровых технологий, и согласно статистике, в этой сфере пока мало специалистов старше 45 лет. Согласно исследованиям, опять же, 76% диджитал-специалистов находятся в возрастном диапазоне от 20 до 40 лет. Моему папе 54 года, и это такой своеобразный эксперимент, как человек из другого поколения справится с современной диджитал-профессией. Кто знает, может быть, он раздвинет эти возрастные рамки, может быть, мы откроем какой-то новый портал. Я обучала своего мужа в иллюстраторе. Вот, и это очень важно, когда есть человек, который прибегает и тебе, считай, весь файл спасает. Даже там 60-70 люди начинают в 3D разбираться, и думаю, в этом проблем нет. Я когда учился, чертежи все были просто карандашом заточенным, обыкновенным грифелем. В свое время были у меня чертежи, то есть ватманы, рейсфедры, рейшины, готовальни. То есть этими предметами я умею пользоваться. Попробуем, посмотрим, что получится. Не мучает ли тебя совесть? Ты просто наглую, может быть, выше в этой профессии, чем папа. Ну, знаешь ли, хоть где-то мне должна быть фора. Кажется, ты немного самоуверена. Может быть. Очень красиво, Маш. Да, это шедевр. На NFT, кстати. NFT-шка. Пробел нужен уже. Тоже. Потом что? Очки, А потом типа я. мышка и пером. И сейчас мы сначала вводные данные ваши определим. Мы попробуем нарисовать стандартные фигуры на листке. Кружочек, квадрат, треугольник. Можете где угодно их располагать на листе. Чувствую себя учителем прям. Не спиртом, но каким-то ароматизированным. Специалист по спиртам, что скажете? Не пах. На старт, внимание, марш. Ладно, вот это пока оставим. Маш, Там нет. ты точно поняла правила? Я просто сразу несколько вариантов рисую. Супер. Что-то ровно у тебя как-то. У меня, если что, вот этот зачетный. Это этот Чиполлино. Хорошо, очень ровные круги, но у вас тут хвостик, правда, ну ничего.
Хвостик, да, челочка. подвел. Ну, в принципе, водные данные у вас неплохие. Значит, все у вас будет прекрасно. Я не сомневалась. Немножко тут эллипсность прогадывается. Эллипсность. Что? Это новый. Нет, это абсолютно не новое. Есть такой термин Да. эллипсность? Да. Растер, вектор. Отличие. Что растер — это картинка, которая состоит из пикселей. Вот она у нас выглядит как обычная картинка, но если мы увеличим, то мы видим, что состоит из квадратиков. Это и есть пиксели. И если мы изменим качество картинки, захотим ее увеличить, то она будет, качество ее будет портиться. Вектор, он состоит из фигур. В основном из формул, но мы эти формулы не видим, то есть вектора, отсюда и название векторная графика. Если мы захотим увеличить, главное преимущество векторных изображений, что мы можем менять размер вообще до любого, какой нам нужен. Захотим уменьшить, и качество не изменится. Захотим увеличить, качество тоже не изменится. Очень интересные программы, которые чаще всего используются, Да, которые у всех на слуху. Это Photoshop, Illustrator, который еще называют Lustra, Procreate — это тоже тоже растер. для работы Да. с растром. Да. Ну что, сегодня мы тогда начнем свое знакомство с работы с фотошопом. У нас есть графические планшеты, это аксессуар, который нужен для того, чтобы работать в фотошопе, чтобы рисовать. Казалось бы, одно и то, что там фломастер, что там. Нет, совсем не то. Мы смотрим на бумажку и рисуем. То есть нам так привычно с детства. А когда мы рисуем на планшете, мы рисуем здесь, а смотрим мы в экран. И у тебя происходит немножко диссонанс. Он еще не так не порисуем. Мы порисуем так на iPad. Значит, у нас 5 минут. Рисуем кружочек, квадратик, треугольник. Хорошо, идем, Маш. Господи. О, картофель. И пытаться, чтобы рука как-то отвечала твоему замыслу. Сначала сложно. Чего ты сказала? Вот как такое яблочко немножко полежавшее уже. Ну, моченый Apple. Да. Ой. Ой, хорошо. Маша. Ого. Ну, кстати, у вас прям даже это, хвостики в одном месте. Родственники. Если квадратики перевернуть, Перевернуть то тоже. Да. Ну, круги, конечно, не супер идеальные, но все равно похоже на круг. По крайней мере, круг ближе к кругу, чем к квадрату, это уже хорошо. Композиция, законы цвета, это, конечно же, все важно. Какие цвета лучше с собой сочетаются, как лучше разместить персонажа. Есть сайт специальный, Color схема называется по-английски. Есть книги, ну то есть определенные законы, что есть цветовой круг, и цвета, которые находятся напротив друг друга, они контрастные, то есть они друг друга подчеркивают. Да. А теперь у нас еще будет один разогрев, и мы попробуем с вами на примере изображений повторить цвет. Ну, обычно это делается пипеточкой. Проверим стереотип, что мужчина видит только синий, а женщина видит все его оттенки. Так, ну что, начинаем, да? Раз, два, поехали. Они такие феминистки. Так, открываем вторую картину. Маш, ну куда сутулимся, ты чё? Так, Это так все иллюстраторы работают. Я специально сбоку стал, чтобы ты там посмотрела. Мы готовы, да? ну, вижу уже, что надо было еще посветлее Но сделать. еще время есть. Кстати, очень похоже. Так. Ну да, и у тебя, кстати. Покажи, Маш, что у тебя? Вот. Я вижу, что он не такой. Ну ты что, не видишь, что Да синий? там не получалось! У меня с розовизной не сильно, да и с голубизной. Ты розовенький вообще, да, вылетел? Ну что, ну получается, Маша справилась. Мне кажется, у Да. папы синий лучше получился. Он как будто в тон больше попал. Ну, главное, не дальтоник. Вы можете быть иллюстраторами, да. Первый этап вы прошли.
Как мне вообще найти какой-то первый заказ, чтобы ты посоветовала, как-то вот коммерчески первое действие, какое оно может быть? Нужно, конечно, задействовать соцсети, потому что без этого никуда. Тебя как бы никто не узнает. Есть вот Behance площадка, ты просто свое портфолио размещаешь. И она очень известная. Рассказывать друзьям, делать какую-то работу сначала там бесплатно для друзей, подписываться на других иллюстраторов, не только российских. Участвовать в челленджах, да, там есть вот в октябре все рисуют. Это Pinktober называется, то есть ты рисуешь только гуашью. И на своей странице, или она там отдельную создает и выкладывает все работы участников. И ты так друг на друг друга подписываешься, смотришь, то есть комьюнити такое получается. Короче, быть в тусовке. Надо быть в тусовке, увы. Можешь рассказать примерно, сколько может зарабатывать графический дизайнер, иллюстратор, работая сам на себя, сотрудничая с биржами? Ты рисуешь на стоке, у тебя там заработок там, за одну картинку меньше $1, но ты можешь продавать их 500 в день, да? Это зависит от твоего успеха на стоках. Вот. Если ты фрилансер, то ты называешь цену сам. От 500 в час и дальше. 1000 в час, кто-то 2000 в час, кто-то может 5000 в час ставит. В зависимости от твоего профессионализма, от твоей рекламы, да, известности тоже. Это же очень много значит. Я видела объявления, Сбербанк, иллюстраторы разыскивались. Там от 80 в месяц было. Где-то такая вилка. Есть вот IT-компании, которые прям самые такие, у них высокие зарплаты, да, а на втором месте уже креативная вот эта вот сфера, которая, чуть-чуть уступает, наверное, IT, но в то же время все равно выше среднего у тебя заработок может быть. Я иллюстратор. В данный момент моя специализация называется художник по фонам. То есть я отрисовываю фоны для сериала. Вот мы, например, делаем мультик. Привет! И мы с вами будем тоже сейчас художниками. Представим, что это сцена из сериала. Увидели? Вы видели? Сколько поставить? Час. Минут 10. Что? На линии? Так, мы сейчас, задача у нас черной линии, правильно? Да, сначала, первый этап мы рисуем линию. Вот ваше перо. Да, я думал, вот это. Нет, фломастер. Все, выключил. Блин, что происходит? Творческое напряжение возрастает. Господи, я все это время мучилась и почему-то рисовала линии снизу вверх. А сейчас начала рисовать сверху вниз, так полегчало. Вообще есть что-то медитативное в этом. Ты же на «Дважды два» работаешь сейчас. Получается, на компанию, которая делает мультики для «Дважды два». Попала я, просто увидела в Фейсбуке у художника репост, что набираются ребята в команду. Но я сразу же ответила. Раз стилистика похожа на Рика и Морти, то и замыслы такие же, чтобы сериал был уровня Рика и Морти. Все, что ли? Готово? Че, все обвел? Покажи, я не вижу тебе. Компьютер. Там ничего поправить не надо? Сильно хорошо, тоже Вы нехорошо. можете пока рассказать про черчение. У вас же опыт есть в черчении. Это было очень давно, в мои юные годы. Да. Чертилась дипломная работа на 4 или 5 формат. Какой он там. Раньше еще серьезнее было, учили чертить тушью, там, где ошибки не прощались. Если карандаш можно стереть, то тушь, это испортишь работу сразу. Сколько ты уже учишься и совершенствуешься? Вообще, если с 2013 года я только узнала про это все, то, считай, 9 лет. Логотипы, да? Да, логотипы. Было дело, но мне не нравится. Пока на деньги не рисуешь. У меня есть магазин. Илья, тут срочное включение. Папа, пользуясь случаем, пока еще рисую, попросил Риту нарисовать логотип для его магазина «Мистер Душ». Я просто в голову пришло сейчас, без корыстных целей я не собираюсь, это, конечно. А вдруг? Готово.
Вот если я хочу начать заниматься графическим дизайном, иллюстрацией, важно ли, в общем, оборудование на первых порах и имеет ли значение, какое это оборудование? На самом деле нет, не имеет, потому что обучаться можно на обычные винда, обычные. То есть не обязательно покупать какой-то навороченный там компьютер, он тебя сильнее не сделает. Художником тебя великим iPad не сделает, потому что у вас просто есть перо и ваши руки, ваши умения. А потом ты уже зарабатываешь, ты получаешь денежку, и ты уже хочешь как-то на технике получше, и тогда, конечно, можно. Тебя заметить по таланту, а не по iPad. Так, смотрите, мы красить будем двумя слоями. И вообще мне этот процесс, он медитативный, и он мне напоминает вот раскраски из детства. Только ты теперь еще за это деньги получаешь. Я фломастер видел, когда я уже был в старших классах. И это было что-то. Но были краски, нет? Медовые жрали мы. Я могу сделать огромную кейс. Да. Вот такую. И все. Да? Ой! Да, голубой таким. Непрозрачный 20% Мы рисовали стоит. эти. Вот, и За теперь 100. мы можем только... Маша заливает быстрее. Маляром где он был работать. Да. Ну, я бы сказал, для первого раза чудо. Только смотри, Диаго Монстера. Блин, слушай, у тебя свой стиль. О-о. Блин, а проект как-то сохраняется, я его уже успела закрыть. Нельзя закрывать файлы, ты что? Блин, нет. А как ты закрыла? Как ты это сделал? Зачем ты закрыл? Подождите, стойте! Посмотрите! Это нельзя? Фух. Ну что, сравниваем. Вот на картине Евгении заливка за контур выходит. Немножко. Так что у Маши баллов больше. Маше поставлю 5, а Евгению 4. Но вы молодцы все равно за такое короткое время. Пробовать программу Procreate. Когда ты нарисовал, то тебе нужно выложить, а выложить нужно тоже необычно. Мы должны стереть, и у нас должна проявляться наша картинка. Magic. Магия. А сейчас еще один лайфхак. Мы берем и делаем вот так. А вот это как по-моему, тоже так из было. Пайнта. Да. Наследие Пайнта. Блог подведения итогов. Ребята молодцы. Маш 5, Евгений 4. Он технически все делал нормально, он просто немного схалявил, потому что он не хотел закрашивать до конца. Первые линии были кривые, потом дальше уже пошли поровнее, уже получше. Лучше меня. Я поставил оценку выше своей. Нужно постоянно повышать свой скилл, свои знания, свои навыки. Вот как это делать? Как не утонуть в какой-то постоянной там рутине, да, выполняя одни и те же задачи? Вообще, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, а нужно все-таки желательно заниматься тем, что тебе нравится, нужно вот понять свой стиль, найти. Вот еще совет для новичка как раз, что нужно понять, что тебе нравится, потому что в иллюстрации очень много стилей, очень много техник. Когда, например, у меня был заказ ровные все-таки линии, черный фон, какие-то тоненькие линии, прямоугольнички, мне вообще очень было сложно работать, потому что мне просто такой стиль, не заходит. Вот не могу и все, и мне было очень сложно. Та же абстракция, например, от Netflix. Когда, да, документальный фильм? Да, это сериал, в котором каждая серия про одного человека. После такого просмотра ты идешь и что-то делаешь сам, потому что тебе прям очень нравится, Драйвит, ты да? вдохновился, да. И ты видишь блеск в глазах, и понимаешь, что есть люди, которые просто гениальные, и делают что-то простое, но оно такое гениальное. Переходим к животрепещущим вопросам. Что тебе больше всего нравится в твоей профессии, в том, что ты делаешь? Мне нравится, что я, когда рисую, я вспоминаю, что в детстве я мечтала рисовать, и теперь я этим зарабатываю. Боже, я сейчас расплачусь. Мне кажется, это первый такой ответ. Тогда, что тебя больше всего бесит в том, что ты делаешь?
Вот, я думала про это. На самом деле меня не бесит. Нет такого прям яркого чувства негатива. Да, ну, Правки просто, не считаются. ну, правки, они никому не нравятся. Но вот что просто в последнее время я, наверное, с ними не сталкивалась. Вот. Но опять же, а куда от них денешься? Ну, просто есть клиенты, да, которые тебе могут довести прям, ну, какие-то, вот, ну, они просто не знают, что хотят сами. Да, это самый любимый Да, тип. но нужно работать с предоплатой. Это важно. На сегодняшний день существует несколько способов или направлений, да, работы в этих профессиях. Первый – это, конечно, всеми любимый фриланс и поиск заказов на различных биржах через Инстаграм или с помощью сарафана. Второй – это работа в какой-то конкретной компании на вполне понятной должности на зарплате. Третий – это продажа работ на биржах и фотобанках. Четвертый, набиравший популярность в последние несколько лет, это создание и продажа различного рода обучений. И еще один способ, который появился в 2017 году, но особую популярность он набирает последние годы, вот именно сейчас, просто бум, это продажа NFT. Давайте об этом поговорим чуть-чуть поподробнее. При помощи NFT, который расшифровывается как Non-Fungible Token или невзаимозаменяемый, по-простому уникальный токен, можно продать твит за $3 миллиона или гифку за $631 тысячу. Впервые NFT появился в 2017 году. По сути, это электронный сертификат, который подтверждает ваши права на изображение, анимацию, музыку и многое другое. После совершения сделки все данные о продавце, покупателе, сумме хранятся в специальном виртуальном хранилище, которое подтверждает, что у владельца находится оригинальный виртуальный объект. Если мы говорим о создании цифровых изображений и их продаже, то это происходит на специальных онлайн-платформах. Можно сказать, что это такой аналог офлайн-галерей, только для цифрового искусства. Самые известные из них это OpenSea, Rarible и Foundation. Есть, конечно, и другие. Для покупателя NFT может работать как и любой другой актив. Можно купить его, надеяться, что он подорожает, чтобы в будущем перепродать его более выгодно, или просто быть коллекционером, как это делают с другими предметами искусства. Сейчас я постаралась очень просто и довольно поверхностно объяснить, что же такое NFT, в первую очередь в контексте создания цифровых изображений для графических дизайнеров и иллюстраторов. Надеюсь, вам стало чуточку понятнее. Если вы захотите углубиться в эту тему самостоятельно, я оставлю ссылки на толковые выпуски и статьи в описании, можете ознакомиться. В рамках нашего экспериментального обучения мы тоже решили создать NFT-коллекцию по мотивам нашего проекта, но об этом чуть-чуть попозже. А тут там нужно зажимать и мышкой двигать, а вы пальцем. Хотите обычную, да? Нет. Папа зажал модную мышь. IT-специалист Илья. Мыши не обнаружены, пожалуйста, обнаружьте мышь. Поиск. Обнаружил. Коты справились. Во-первых, мы научили папу пользоваться Пинтерестом. Самое главное правило дизайнера и иллюстратора. О, вот еще есть пользоваться карандаш. Пинтерестом. Из того всего, что я рассказала, вот мы попробуем, вы попробуйте создать своего персонажа. У меня колобок. О, Нет, так нечестно! а что, можно, почему нет? Никто не запрещал. Потому что это один круг он хочет нарисовать и все. Ну, и глазики с кружочками, и еще разные эмоции будут. Да. Прародитель. Надо какое животное выбрать, какое мне Кошка, нравится. собака, попугайчик. Это не животное. О, Чё, нет? у меня будет панда. Фига себе, что я тут нарисую? Да. Сомневайся? Да. Получает, О, пандочка. Что мы делаем с ними? Марина, что случилось? Что надо сделать? Нет, вот она вырезала из фигуры фигуру, и получилась дырка. Блин, а как вернуть? А я знаю. Контур. Я тоже знаю. Тоже вот эти скобочки, поняла, то есть давай выше, попробуем. выше, ниже. Это намного быстрее, конечно же, чем вон там. Мастер. Так. Смотрите, уже получается Да. кто-то. Что, ну не двигайся? Так, что мы тут старобошили? Старобошили У нас мы. тут колобок.
Вот, видите, вы уже как профессионал. Вот я умный, блин. Да, вы сомневались. Когда вы в режиме эллипса, он только и делает, что создает эллипсы, больше он ничего Надо не может. выйти. Это надо сделать. Мы будем делать, вот здесь параметры перехода. Какая-то коробка на колесе. Видите, шаги. И у нас готов носик. А теперь повторяем. Опа, какой тут красивый колобок. Так, мы сейчас в эллипсе, он поэтому всегда хочет все делать только с эллипсами. Мы как бы видим, как будто бы это градиентная какая-то фигура, а на самом что деле там делаете? это два кружочка. Это как надо. Да ладно тебе придуряться. Я нарисовала папу! Класс. Вы понимаете? 13 секунд. Все пропало. Как раз успели сделать колобка. А у нас колобок. Будешь смотреть? Давайте его А на... у нас нету ресничек с бровями. Ну, еще 3 часа. Мы сейчас возьмем кисточку и так нарисуем. Опа! Опа! Вот это да, тут вообще происходит магия какая-то. Да. Говорите, не умеете. Вошел во вкус. Ну давайте уже, показывайте. Сейчас ты офигеешь просто. Давайте. PNG? Можно PNG, можно JPEG, JPEG, можно TIFF. Сегодня точечки. А у меня палитра зато богаче. Ой, мне вот так сохранила. Просто сейчас упадешь в обморок. Ого! Нет, слушайте, это что-то слишком хорошо. Я тебе говорил, хуже градиентом сделать. У тебя какой-то такой советский мут. Жмите эллипс. Да. Я вас приду к вам ночью и спрошу, как сделать эллипс? И вы такие, так, заходим в инструмент, эллипс точно. Ой, пап, я знаю. Это ты нарисовал вот эту картинку, которую все в WhatsApp пересылают, типа хорошего дня, понял? Позитивно? Да, светлое. Хорошее настроение было. А потом все будут спрашивать, а откуда такие картинки появляются вообще, где вы их берете? А вот, сами рисуем. Авторская картинка. Нет такой второй. Опа-на. Хорош, может, просто. Готово. И ник... Ой. Итак, мы решили создать коллекцию под названием When I Grow Up. Персонажей, которых мы уже создали, мы решили представить в 3 профессиях из проекта. Поэтому Колобок и Панда, так же как и мы с папой, попробовали стать поварами, бариста и флористами. Презентуйте, пожалуйста. Да, расскажите. Это наша NFT-коллекция по мотиву передачи «Когда я вырасту». В гостях у сказки. Чтобы понять, как лучше зайти в NFT, я задала Марине пару вопросов. Почему вообще решили попробовать себя в NFT, как это получилось? Это хайповая вещь, то есть все про нее говорят, да, и мне написали, что здравствуйте, мы вас там видели как иллюстратора, нам нужны работы для NFT. Спрашиваю как раз у друга, с которым мы работаем, что это вообще за NFT вообще. Вот. И он такой, ты что? Да там так все круто, там можно вообще заработать. Бесконечно, конечно, денег. Да, это сейчас Спойлер, тема. нет. Это тема. И я такая, все, давай. Я как раз рисую, да, то есть я могу что-то придумать и нарисовать. А он как раз с финансами и с этими публикациями разбирается. Я вот вообще в этом не разбираюсь. И на самом деле вот одна из таких тем сложных, что нужно вот в этот мир погрузиться, как там что публиковать. Так что если у вас есть друзья, нужно с ними общаться. Они могут помочь. Все тоже советы для жизни. Есть очень много толковых инструкций, и мы поделимся несколькими из них, оставим ссылки в описании к ролику. Я видела вашу коллекцию, сейчас ребятам тоже ее покажем. Расскажи о ней, в чем ее концепция, почему она такая.
Все очень просто. Заходишь на сайт NFT, там, ну, на бирже, да, там Binance знаменитая, какая еще, ну, просто ты вводишь там «купить NFT», и тебе открываются биржи. Ты заходишь и смотришь просто, Что там что вообще покупают. Да. Собираешь информацию. Ага, о, персонажи популярны, да, о, 3D популярно. У нас концепция девушек. Девушки-персонажи, это тоже популярно. Ну, все коллекции, у них что-то общее есть. Или силуэт общий, или один общий персонаж, да, то есть там меняются просто разные аксессуары. NFT очень классная тема, что ты, как художник, можешь создавать все, что ты хочешь. То есть тут тебя никто не ограничивает. Есть очень интересная коллекция желешек. Она очень забавная, там 3D-желешки, и они все разной формы, они все по-разному называются. Да, это такой целый мир, целая сфера для диджитал-художников. Сложно продвигать, потому что вот ты выставил работу, а там таких работ миллион просто. Когда ты вообще непонятно кто, ноунейм, да, такой, то нужно продвигать. Вот это самое долгое, самое вообще непонятное. Да, вот этим я занимаюсь, точнее, частично занималась. Насколько я понимаю, опять же, основная платформа для продвижения работ сейчас — это Twitter, правильно? Да, потому что там все общаются на эту тему, но тоже нужно умение общаться. Причем на английском языке. Да. Ты пользуешься Google переводчиком? Да. Я думаю, прям же в Телеграм-каналы. Да, в Телеграм есть и русское сообщество, да. Получается, что у вас сейчас на данный момент 4 продажи вашей коллекции. Кстати, еще нужно общаться с коллекционерами. Коллекторы, да, на английском это коллектор звучит, а у нас это такое Совсем слово. другое. И ты, например, пишешь: о, здравствуйте, я там заметила, что у вас такой-то стиль, а у меня вот тоже есть в таком-то стиле. Можно так всем писать. Может, кто-то ответит. Вот я спросила у нашего покупателя, ну, как ему вообще наши девушки и что ему Понравилось. Можете. Наши девушки зачитаю. Наши девушки. Почему вы купили наших девушек? Да, у нас еще есть. Я говорю: а что вы будете с ними делать? Как вы их вообще там используете? Он говорит: я их буду ставить на заставку на телевизоре. И я такая: ну, зачем? Не понимаю, но пусть, ладно. Или вот в Нью-Йорке там сквер, да, и там куча этих экранов, и просто показывают там NFT-шки. Всякие вот эти вот макаки, которые бейс популярные. Это самое, мне кажется, одно из самых популярных. Да, самых дорогих. Тоже очень важна реклама, как и везде. Это направление деятельности тоже требует вложений. Очень больших. Ну вот есть биржа, и чтобы на нее выложить, на любую, нужно заплатить за публикацию. Это называется, ну, и цена меняется в зависимости от загруженности этой вот сети NFT. Вот, это называется газ, цена за газ. Ты можешь $200 заплатить просто за публикацию. В общем, если это ваши последние деньги, нет никаких гарантий, что твою работу купят. Вот, и это нужно понимать. И что это не просто нарисовал и выложил работу, ее тут же купили. Для этого нужно вообще-то много чего сделать. Созданную коллекцию мы разместили на платформе OpenSea и продвигали с помощью социальных сетей. Сейчас все токены все еще находятся в продаже, поэтому если вы вдруг захотите поддержать проект, вы можете приобрести, например, колобка бариста. 90% от продажи пойдут на благотворительность. О том, куда именно, и более подробное описание коллекции вы можете посмотреть на OpenSea. Ссылку я оставлю в описании. Когда я им начала объяснять иллюстратор, они, конечно, испугались всего. Мы даже не ожидали, что у нас получится. Наши персонажи — Колобок и Панда. Эллипс-то вы теперь можете? Ну, эллипс, да. Эллипс теперь я и черную стрелочку практически от белой отличаю. И знаешь, такой пипетка. Вот так, чик. Конечно, тут терпение надо колоссальное. Что-то пошло не так, и все, руки опускаются. И хочется бросить все и наплевать. А сегодня уже немножко освоился. Программы разные, но принцип один. Ну, Марина сказала, что вы оба хороши были, что она не может выделить сегодня победителя. Ну, приятно слышать. Не совсем. В отличие от вчерашнего. Да. У меня кипит башка, и я сама даже нарисовала пандочку, такую миленькую, просто невозможно. Как ты работу папы оцениваешь? Да, вообще, я им горжусь снова. Конечно, ему Марина помогала побольше, чем мне, но тем не менее не было такого, что все, я не понимаю, я не буду тут ничего делать. Я думаю, что если бы у него было большое желание, он бы смог.
Ну что ж, друзья, наш выпуск подошел в концу. Это значит, что мы здесь надолго. И впервые на этом канале объявляется конкурс. Ура! Ура! Та-да-да! Немного статистики. В среднем человеческий глаз способен различить до 100 тысяч оттенков, но только у 3% из них есть свое название. Так вот, давайте это исправим. Поэтому мы запускаем конкурс, где хотим предложить вам придумать любое название цвета, который вам нравится или который вы любите. Включайте фантазию, потому что цвета можно назвать как угодно. Смешное название или какое-то очень поэтическое, но так, чтобы было сразу понятно. Вот читаешь и понятно, что это за цвет. Цвет лягушки в обмороке, паука замышляющего преступления и парижской грязи не брать, потому что они уже реально существуют. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не ждите лучшего момента или когда вы вырастете, чтобы стать тем, кем вы мечтаете. Пора это делать прямо сейчас. Я могу фокус показать. На все заставки. Это что за... Ту-ту-ту-ту-ру-ду.